Ну, прямо скажем, почти 30 лет назад, 29 лет назад эту тему начинал я со своими ребятами, когда это вообще было непознано. Но Наталья на сегодня, ну, наверное, вместе со своим мужем Николаем Варсеговым, тоже журналистом «Комсомольской правды», является, ну, вот главным журналистом-дятловедом. И, возможно, она входит, ну, в двойку, в тройку, в четверку, в пятерку людей, которые больше всех все знают про перевал Дятлова. Ну, так получилось, что вот она оказалась в Екатеринбурге, она приезжала на Дятловские чтения, кажется, это так называется? Конференции, которую, да, проводят Да. в День памяти. И плюс у нас вчера была презентация, в Доме книги была презентация книги Николая Андреева, это издательство «Комсомольская правда», которая так и называется «Тайна перевала Дятлова». То есть пишите вы, а книгу издает Андреев? Эта вся книга, она построена именно на наших материалах. То есть в свое время Владимир Николаевич Сунгоркин, он вот как бы принял такое решение. Дело в том, что чем хорош писатель Николай Андреев, тем, что он, во-первых, он был от этой истории далек, и нужен был именно взгляд со стороны на вот все наше расследование. И вот он как-то это все собрал, проанализировал с нашей помощью, там, и на наших публикациях, и побывал даже на перевале Дятлова в марте 2019 года в большой экспедиции. И вот весь его такой вот труд, это мы вчера уже второе издание презентовали. Первое вот как раз в 2019 году вышло, а вот уже второе издание было. Вы когда к дятловской теме подключились? Я подключилась к ней в 2012 году. 2012. Да, 2012. Но это все, знаете, произошло очень так... Я не собиралась этой темой заниматься, честно говоря, потому что я была очень от этого далека, хотя когда-то где-то, по-моему, на одном из каналов, на РЕН-ТВ, наверное, видела какую-то программу, посвященную. Ну, особо меня это не заинтересовало. Но в 2012 году под городом Серовым пропал кукурузник с людьми на борту. О, это невероятная история Его была. год искали. Она вообще, в принципе, в течение года тянулась на дятловскую тему. Погибло, я уже не помню. Там, 12. Там, по-моему, 12 человек было даже на борту. больше погибло, чем на перевале Дятлова. Да. Это невероятная история И одна была. из версий же была, Про алкоголизм и пьянство. что они залетели на перевал Дятлова и мистическим образом пропали, как когда-то там погибли туристы. И что за перевал Дятлова? И муж первым этой историей заинтересовался. 2 дня посидел в интернете и написал небольшую заметку на сайт «Комсомольской правды» о том, что ну все, я все догадался. В общем, тут даже нечего копья ломать, потому что это была лавина, но это не совсем лавина, а вот просто сход снега на палатку и так далее. И вот эту заметку на следующее утро на утренней редколлегии в пух и прах раскритиковал Владимир Николаевич Сунгоркин, наш главный редактор. К сожалению, тогда. ныне покойный, легендарный и главный редактор, и генеральный директор всего издательского дома «Комсомольская все правда». медиагруппы наши. И он просто он опытный походник, он опытный турист. Он в молодости очень много занимался спортивным туризмом, поэтому, конечно же, его эта история зацепила. И, конечно же, он разнес всю эту заметку небольшую и сразу дал такой посыл: разбирайтесь, что там случилось. И вот прошло 14 лет, мы до сих пор пытаемся с этим разобраться. Он был очень заинтересован в этой истории. Надо сказать, может быть, «Комсомольская правда» и не занималась бы так пристально вот своим таким расследованием, если бы именно не его энтузиазм. Потому что он все время подталкивал к тому, что надо этим заниматься. Феноменальный турист. С юности, с детства, со студенчества был туристом. Ну, собственно, как туристы дятловцы, этого не могло не зацепить. И Сунгоркин, собственно, в очередном туристическом походе и, ну, я не знаю, там трагически погиб, умер. Как это правильно сказать? Ну, это была такая экспедиция, да, на дальневосточная экспедиция. Которую он бесконечно совершал себе на любимый Дальний Восток. По местам Владимира Арсеньева, своего любимого писателя, вот так это все произошло, случилось трагически несколько лет назад. Но, тем не менее, вот этой темой, эту тайну перевала Дятлова мы все еще пытаемся постичь, пытаемся в ней разобраться. Сколько публикаций вы сделали? Вот это сложный вопрос. Нет, ну, примерно, ну, хотя бы так, навскидочку. Ну, наверное, несколько десятков точно есть. Тут еще проблема в чем, что их невозможно же там, как, говоря таким жаргонным языком, штамповать эти публикации. Здесь каждая публикация, она... То есть здесь нужна информация
а информации не так много, достоверной информации. Кормить читателей просто какими-то байками, которые просто с одного форума дятловеческого на другой перетекают, это, ну, не хочется этим заниматься. Поэтому... Я понимаю вас, Наталья. Мы как бы вот первооткрыватели были в Екатеринбурге. То есть вот мое телевизионное агентство «Урала», новости 9,5. Ну, помимо ежедневных городских новостей, мы еще как бы документальные фильмы всякие на разные темы. Около 300 их создали. И вот в 97 году что-то меня как-то это зацепило. К тому моменту было 1,5 крошечных публикаций в местной прессе на эту тему. Никто про дятловцев не знал. Но на меня вышли держатели архива молодые. То есть молодая супружеская пара, вот у них каким-то образом этот архив оказался. Они мне показали, у меня там волосы в жилах стали стынуть. Ну, как бы все, надо делать, как бы надо снимать. И вот премьера была 13 октября 1997 года. И вот с тех пор все пошло-пошло. Мы, по-моему, так или иначе связанные с дятловцами сделали 8 фильмов. Ну, там серии 10-11 в общей сложности часовых было. И мы ушли из этой темы в 2012 году. Когда вы подключились. Нет, мы с тех пор делали много как бы репортажей, но уже фильмов нет. Почему? Потому что мне стало казаться, что очень многие, в том числе и детломаны, и детловеды, там начались какие-то дикие просто спекуляции на этой теме. Раздув вот самых каких-то невероятных вещей с очень серьезным видом. Ну и плюс мы как бы полностью вот на эту тему высказались. И вот для себя я в 2012 году эту тему закрыл. Вот для себя, и вот лично, вот, ну, не мои журналисты, которые, ну, я как продюсер выступал во всех этих фильмах, вот, они до себя вот не закрыли эту тему. Но в силу того, что я принимаю решение, делать или не делать фильмы, ну, а вот они репортажи делают на эту тему. А вы какие-то рейтинги замеряли? Вот что показали эти фильмы? Насколько большой был к ним интерес тогда? Ну, он просто сумасшедший был. Вот мы «Тайну перевала Дятлова» сделали в октябре 97 года. Там просто взрыв мозга у людей был. Ну, вот с тех пор вот эта дятломания начала... Это при том, что вы никаких интриг в фильме не заводили. Я помню этот фильм, я его смотрела, ну, уже позже гораздо, просто да? версии все рассказывали. Да. То есть просто вы рассказывали версии, причем достаточно так, без художественных образов, все очень спокойно. У нас все документальные такие фильмы, то есть мы специально там вообще не интригуем ничего, не спекулируем на эти темы, но это просто взрыв мозга было. Почему? А я не знаю, ну потому что загадка, и она постепенно охватила весь мир, причем уже давно. А лет вам 10. отклики какие-то приходили? Ну, это безумное количество. Да, огромное количество. Что-то было? Ну, не так много. Вот. Но отклик горячий был. Вот. Вот лично я для себя эту тему закрыл. А вы, Наталья, вот я разгадал тайну перевала Дятлова, а вы? Ну и что тогда там по-вашему? Нет, а вот по-вашему-то? Ну, если я, наверное, этим бы не занималась. Прошло уже много лет. Да, я, наверное, этим бы не занималась, если бы не, Да. вот, как бы мне, если бы не вообще не мой интерес к этой теме, потому что я до сих пор не могу понять, что там произошло, но с каждым годом моя уверенность в том, что мы поймем, что там произошло, она все меньше и меньше. Мне кажется, мы не поймем это. Был период, когда я просто хотела уйти из темы, это был 18-19 год, просто там как-то так сложились обстоятельства, что у меня просто опустились руки, и я поняла, что я больше не хочу этим заниматься, и все. И я даже перестала что-либо открывать у себя даже на ноутбуке, там, связанные с перевалом Дятлова, перестала общаться с людьми, с моими единомышленниками по этой теме, пока мне не позвонил спустя год Владислав Георгиевич Карелин, это участник поиска в группе. Наталья, ты давно не звонила, говорит он мне. Я говорю, ну, а, собственно, вот там повода не было звонить. Вот. И мы с ним долго поговорили, он мне в конце говорит, ты можешь не бросать эту тему? Потому что ты одна, кто еще может ее тянуть, а нам больше надеяться не на кого. И когда я поняла, что человек, поисковик, который практически всю свою жизнь потратил на то, чтобы узнать, что случилось с его товарищем, я тогда не имею права просто взять его из этой темы. Вот это был толчок снова вернуться. А для меня лично, вот как бы я сторонник лавинной версии, я прочитал книжку Буянова, то есть, это серьезный как бы ученый, вот, походник, турист, который в таких переделках бывал, в которых мы и близко не попадали. Ну вот он уверен. Как бы звучит она, конечно, дико, какая лавина?
У нас нет ответственных гор, есть на самом деле, в том числе и в Свердловской области, где, ну, реально, может, не такая лавина, как мы видим, происходит в Гималаях или на Кавказе, на Альпах, но что-то может сойти. И под лавиной у нас на Северном Урале гибли туристы, я не помню, уже в 70-е, 80-е годы, и погибло их то ли 9, то ли 10 человек. Там вообще никаких тайн, никаких вопросов. Ну, погибли, вот, да, студенты, туристы. Ну, потому что лавина, все понятно. Они из Москвы или из Питера приехали на севере. У нас, ну, как бы, ну, вот, погибли. Их тоже долго очень искали. Вот, ну, потому что, ну, где-то там они в непонятном месте на Северном Урале, необитаемом абсолютно. Там ни сел, ни деревень, ничего нет. Ни поселков, вот, только горы. Причем там, ну, там страшно. Зимой там, как в Гималаях. Убийственно просто. Вот. Ну, вот как бы никто спорить не стал с этой темой. Лавина и лавина. А с дятловцами, ну, я считаю, что просто снежный пласт сошел. Детали уже... Я могу эту тему очень долго поддерживать, много часов, но Буянов был сверхубедителен. Кого-то он убедил, кого-то нет. Позднее перевозбуждалось уголовное дело Генеральной прокуратуры, расследовали. Они тоже на этой версии остановились. То есть не то, что на версии, они просто объявили, вот, они погибли от лавины. Ну и, наконец, как бы контрольный выстрел в голову. Я вот подумал, господи, боже мой, почему же я сам-то не догадался? Наина Иосифовна Ельцина выступила по этому поводу. Понятно, на Кривой Козе к ней до 99-го года подъехать невозможно было. Но с тех пор она множество раз приезжала уже сюда, она более открытая стала, это уже не жена президента действующего была, ну вот как бы жена, потом вдова отставного президента. Она 1-2 раза в год минимум приезжала. И, в принципе, поговорить с ней не было проблем. И на одной из встреч с выпускниками и Ельцин, и она, они постоянно приезжали на эти встречи. Ну, они не ежегодные, там раз в 5 лет они приезжали, а возможно и чаще. Иногда их вывозили в Москву, когда Ельцин был президентом, ну, чтобы сюда Ельцин не мотался по этому поводу. И студенты-то спросили Наина, а ты ж помнишь эту историю, как мы просто это дичайший шок. Ну, они уже тогда закончили с Ельцином УПИ. Ну, буквально, они всех этих людей частично знали, пересекались. Ну, то есть, ну, эта история даже в закрытом Свердловске, когда в газетах ни слова об этом не было, ну, все кипели, все знали. Вот как это? Вот что? Ну, обратись к Борису Николаевичу. Он тогда еще, по-моему, жив был или не жив. Я подумал, блин, а почему ж я-то не догадался об этом? Что, дескать, ну, вот он уже не президент, ну, а в чем вообще проблема? Это было, черти знает когда, то есть он никакого отношения к этому не имел. Имела к этому отношение наша ракетчики, кровавая гибня там, ну, вот главные версии или нет. Она сказала это Ельцину. Ельцин обратился, ну, он знает, к кому обращаться, даже отставной президент. Там все перерыли, сказали нет. Нет ничего спрятанного. Вот когда я начинал эту тему в 97-м... А где она это озвучивала, вот конкретно то, что вы сейчас рассказываете? Вы не слышали, что ли? Ну, у меня другая немножко информация. Сейчас договорю. В СМИ я это читал. Конечно, я не слышала. Мне она ничего подобного не говорила. Я с ней не знаком. С Ельциным знаком, а вот с ним нет. С ней нет. Там все перерыли. Нет, говорят, государство к этому не имеет никакого отношения. Вот когда я начинал делать свои фильмы в 97 году, я думал, что с помощью этих фильмов не просто людям рассказать фантастическую историю, удивительную, но и тогда же чуть больше 30, ну какие-то чуть больше, 38 лет прошло с тех пор. То есть еще куча живых людей было. И я думал, мы достучимся до каких-то людей, кто имел, ну, к ракетным запускам или служил тогда в КГБ и что-то такое вот знает. И вот сейчас уже как бы свобода наступила, уже никакие подписки по сути не действуют, и человек выйдет на нас и расскажет. И я вот ждал, что он прямо этот выйдет человек. Ну, не вот примера 13 октября, 14, 15 нет, никто не звонит. А наш телефон тогда все знали.
и в городе, и по области. И в ноябре никто не звонит, и через год никто не звонит. Нет, ну, куча людей звонила, но это не держатели тайны перевала Дятлова. Ну, я думал, ну, откроется, вот еще один фильм, еще один, еще, и нет. Вот одна из причин, почему мы как бы перестали делать на этот фильм, ну, не откликаются люди. И вот это мне тоже кажется очень побудительным мотив, что не было никакой червоточины, не было никаких ракет, Ну, не было смотрите, ни испытания Иннокентий. супероружия, и никого не было. Иначе, ну, кто-то, ну, обязательно бы нашелся, ну, просто невозможно Смотрите, такое, чтобы не случилось. Что касается вины государства во всей этой истории, странно было бы, если бы Ельцин от своего лица, уже будучи даже отставным президентом, вдруг сказал бы общественности или там, допустим, своей жене, что в гибели этих несчастных туристов виновато государство. Ну, тут Но я он же сильно не сомневаюсь. извергатель Советского В Союза свое был. время Он мы- же дал нам свободу, Наталья. Ну, мы же видим, какая это свобода. Смотрите. В свое время мы обращались к Наине Иосифовне. Да. Кулуарно обращались. Естественно, а как? Да, на что она нам... Это уже было после смерти Бориса Николаевича, и она сказала, что никогда Борис не поднимал эту тему в разговорах. Мы достучались до сына Хрущева. Тоже. То есть там как бы практически никакой Это информации. хрущевские такой. времена было. Да, да, Хрущев, до сына, конечно. да. Это был... Мгм. То есть мы до сына Хрущева Я достучались. про Джубея. Он Мы взять- разговаривали с... Что касается Джубея, он в 1959 году был главным редактором «Комсомольской правды». Я к этому еще вернусь. Что касается Кириленко, который тогда возглавлял обком да, в области Свердловской, я разговаривала с его сыном. Так. Тоже никогда ничего от родителей, он про эту историю никогда ничего не слышал. Хотя, ну, мы тоже разговаривали кулуарно, это было не для публикации, ни для каких и так далее. Что касается Джубея. Джубей отправил, когда это все произошло и стало известно, он отправил на перевал, вот как раз во время поисков, журналистку Татьяна, у меня вылетела ее фамилия. В 1959 году Да. отправил. Вот, к сожалению, вылетела у меня ее фамилия, я прошу прощения, точно зовут ее Татьяна. Очень шустрая была, очень. Вот даже люди, кто ее вот как-то, наши старики, ветераны, они там как-то вот это с ними разговаривали о ней. Они говорят, ну, очень шустрая была журналистка, то есть и кому, как не ей, было туда вообще отправляться. Ее туда отправили на перевал. Она вернулась, сказала, и она ничего оттуда не привезла. Понимаете, вообще ни одной публикации не вышло. Там еще другой журналист находился от Но там уральского был рабочего. Яровой, да. Да. Юрий Вот. Яровой. Там бы находился Тоже ни одной публикации. Григорьев. Но Яровой потом написал книжку, которая Повесть, вышла. в которой не было ни слова Дятлов, Если Колмогорова. Эту повесть под Между лупой. строками, ну и там как бы, там, ну что-то там туда-сюда случилось, ну вот на все, что он решился. Смотрите, я И сейчас, никто вот не даже если мы соотносил с этой навскидку трагедией. начнем читать Ярового, там есть такие потрясающие факты, которые вот на самом деле мы сейчас об этих фактах узнаем, а он об этом знал даже тогда. Конечно, Просто знал. элементарный пример. В группе был Семен Золотарев, который никакого отношения к КУПИ не имел. Да. Он пришел в группу со стороны, как пришел вопрос, загадка, непонятно, Ну, это как он в нее невероятная попал. там история. В общем, он пришел в эту группу. Когда они погибли, понятно, что на всех ребят собирали характеристики, в том числе на Золотарева. И Яровой пишет, что пришли характеристики, это Яровой пишет в книге, пришли характеристики на Золотарева, что вот он такой, в общем, не очень хороший человек, там по партийной линии что-то, какие-то у него косяки и так далее. Я об этом... Ветеран Великой Отечественной Я войны. об этом узнала Всю войну прошел только вот без лет единого 10. ранения, орденоносец. Ну, вот к Лет вопросу 10 о том, назад. что по партийной линии что-то с ним не Вот очень смотрите, было хорошо. лет 10 назад я только получила вот эти вот бумаги с мест работы, где работал Золотарев. Вот просто прошлась по всем его местам работы и собрала вот все, что можно из личных дел, можно было собрать. Просто вот там один в один все, что, понимаете, Яровой пишет в этой книге. То есть, что да, действительно, там то на избирательный участок, будучи председателем избирательного участка в ВУЗе, он пьяный приходит, то, значит, там взятку вместе со своей сожительницей за квартиру, для получения квартиры дают, то еще что-то. Понимаете? А у Ярового уже это все, ну, не так, не столь понятно, конкретно, да, но общими да. словами все это. Откуда было Яровому это знать? Потом Григорьев был журналист. Из Первоуральска, по-моему. Ну, он туда, Яровой-то поехал как понятой туда, он у нас и по уголовному делу как понятой проходит. А Иванов его взял понятым. А Григорьев поехал просто как журналист. Ну, Григорьев
он сделал публикацию. А нет, он прямо он оставил дневники, в которых он пишет, что публикацию-то он написал, но ее не выпустили. Вот и наша Татьяна Афанасьева, слава богу, вспомнила. И Татьяна Афанасьева, она тоже вернулась, она ничего не написала. Хотя, казалось бы, ну тема такая, ну как не написать? 59-й Если мы год, говорим сейчас про лавину, оттепель. смотрите, я уважаю Евгения Вадимовича, очень системный человек, хотя мы с ним, конечно, оппоненты друг для друга. Но что касается лавины. Были на перевале, приехали в самом начале поисков московские альпинисты Бардин, Баскин и Шулешко. Они были командированы Союзом спортивных обществ, Оргбюро спортивных обществ, которое было создано при ЦК КПСС. Их командировали, и по возвращении они написали отчет, оригинал которого ушел именно в ЦК. И мы... Копия этого отчета есть в уголовном деле, а оригинал с их подписями, он лежит в ЦК. И мы его из ЦК получили в числе, из архива ЦК получили в числе других документов. Они конкретно, то есть они отчитываются в высший орган власти в стране, и они пишут там такая, то есть они излагают полностью всю хронику событий, как поиски идут и так далее. И там есть такая фраза: «Выгнать туристов из палатки мог только страх перед неминуемой смертью». Альпинисты, Согласен. Опытные люди, они не увидели бы схода снежной доски на эту палатку несчастную? Нет, Наталья, не увидели. Альпинисты в этом случае, негодные в этом плане люди. Я объясню, почему, но сначала мы должны прерваться на новости. Потом продолжим. Да, Шеремет рулит, спорит, ругается, говорит и показывает с легендарным знатоком дятловской темы, с легендарным журналистом «Комсомольской правды» Натальей Варсеговой мы обсуждаем тайну перевала Дятлова, тайну гибели наших упийских студентов, которая случилась 67 лет назад. В ночь с 1 на 2 февраля на перевале Дятлова, на перевале Мертвецов. Почему с Натальей мы начали ругаться перед новостями? Она сказала, приезжали опытнейшие альпинисты. Да, их там много раз перебывало. Они там не видят. И не могут увидеть. Почему? Люди, объясняю, советские туристы лазили в Тянь-Шань, Памир, на Кавказ, где отвесные горы. И они видели реальные. Там нет и близко ничего на перевале Дятлова. Руководителя поисков Евгения Поликарповича Масленникова, мастера спорта, который в этих местах был не раз. Буянов тоже турист. И он тоже. А Буянов там не был зимой, кстати, ни разу. Он не был зимой на перевале Дятлова. Не обязательно быть там зимой, чтобы понять, может там лавина сойти или нет. Классической лавины там, естественно, не было. Но там снежная доска, в понимании Буянова, там сойти может. Смещение снежной доски в несколько тонн. Гляциолога. В марте 2019 года мы туда привозили доцентра кафедры гляциологии и крилитологии Московского госуниверситета Виктора Владимировича Поповнина. То есть человек, для которого снег и лед – это его профессиональная деятельность. Вот на месте, предполагаемом месте, где стоянки, палатки, была... Он провел свое исследование, он целый день этим занимался, он сделал срез и так далее. 30 градусов наклон. Это лавиноопасный наклон. 30 градусов, где стояла палатка. Да, 30 Я же у вас градусов. что-то читал, Вот, поэтому где вы возмущаетесь, что уму непостижимо, как они вообще там поставили палатку и зачем. Поэтому он... Ну, там площадка просто, как я так поняла, что просто они попали на какую-то очень удачную площадку. Но там 30 градусов этот склон. И на этом 30-градусном склоне, крошечная маленькая площадочка, относительно ровная. Ну, она не такая уж крошечная, мягко скажем, палатка из двух частей, из двух палаток По сшита, сравнению большая. с перевалом Дятлова, крошечная. Ну, да. Ну, да, допустим, крошечная. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что, да, она могла сойти, но не факт, что она бы сошла. Конечно, да. Алексей это Коськин куча условий вернулся, это надо. Это куча допущений, чтобы она руководитель фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин вот Алексей вернулся. Коськин и... Да, с супругой Леной со своей. Да, 30 лет-то, собственно, назад и подкинул нам эту. Он вернулся буквально вот дня 3 назад из тех мест, и он говорит, вот в этом году они туда поднялись к месту, где стояла палатка, они не смогли, снег настолько, его, во-первых, настолько мало и настолько плотный, что они не смогли даже современной вот этой лопаткой прорубить этот снег, чтобы там хоть что-то поставить. Вот в этом году там такая ситуация. Какая То есть была он в такой том плотный? году?
Да, а если мы еще окунемся в воспоминания поисковиков, по-моему, Петр Иванович Бартоломей говорил об этом, что такое ощущение, что вот какая-то ледовая корка была вот на перевале. Это вот, говорит, мы четко помним вот это вот ледовое, мы еще не могли понять, откуда она взялась. Так вот эта ледовая корка... Бартоломей с поисковиками и спасателями там через месяц появился. Там много чего могло Так вот произойти эта за ледовая этот месяц. корка, она и в этот раз там, Да. понимаете, есть. Поэтому тут вот тоже непонятно, какая там доска могла заметить. Тут же Алексей Коськин в 40-летие трагической гибели в конце января, в начале февраля 99 года мы по поводу этого, ну, я принимал тоже участие в организации этой экспедиции, мы сделали двухсерийный фильм «Мистический поход». То есть, ну, шаг в шаг. Полное повторение всего того спустя 40 лет. То есть тоже они в том же количестве, 9 туристов, с тем же желательно обмундированием. Ну, 90-е годы, мы помним, эти святые ельцинские времена, там это вот сейчас какая-то навороченная туристическая снаряга, и большинство исследователей туда попадает или на снегоходах, или на вертолетах. Вот. Они на лыжах, вот строго повторяя маршрут, ушли. У них точно такая же палатка была, точно такая же, по-моему, печка. Ну и прочая снаряга была похожей. То есть даже что было потеплее, посовременнее, они, по-моему, отказывались. Вот они оказались именно в этом месте, где нельзя ставить палатку. Они ее установили, они заночевали. Единственное исключение, у них была мощная радиостанция, антенна. Вот они с нами поддерживали связь. Мы там в ежедневном режиме в новостях это дело освещали, потом сделали фильм. Ну, вот да. Босиком они там побегали, ну, не босиком, в носочках. Вот. Как это вот все там это происходило. Ну, вот все живы-здоровы вернулись, никакой мистики не было, никаких пьяных мансий не выходило, 3 медведей-шатунов не было, беглых зэков не было, ракеты не падали, эти огненные шары по небу не летали. Ну, понятно, я как бы иронизирую, хотя тема-то трагическая. И туда каждый год ходят, ставят палатку, бегают по снегу в носках. Ничего не происходит. Ни с кем ничего не происходит, да. И вот да. И я понимаю, если бы прошла мощнейшая лавина, как мы это видим в кино, там, как на Гималаях, на Кавказе, там все сносит, понятно, почему бы они побежали, если бы выжили под этой лавиной. Но когда на тебя сходит мощный снежный пласт, медленно сползает в несколько тонн и прижимает к тебя к полу этой палатки так, что вроде у многих, ну, у дятловцев, вот, у них просто сломаны ребра. У меня даже У них не просто перелом сломаны ребра ребра. был. Да. Там не просто. Там много чего было. Ну вот у меня крошечная трещинка была в ребре. Это такая невыносимая боль была на протяжении нескольких месяцев, что не повернуться. А у них там, ну, черти что с ними произошло, и они как-то выползли оттуда. И Ну и давайте разовьем эту мысль. И как вот они с после этими этого, травмами вниз почему шли? нет? Ну как? Ну вот как-то так, вот как. На адреналине побежать. Никак. На каком-то Проблема в чем? адреналине бежать, если у тебя с 2 сторон по ключичной линии сломаны ребра. Куда ты тут? Еще одним Товарищи ребром помогали. пробило сердце. Да, товарищи помогали. тут бежать? А это по дороге, А возможно, у другого они упали. товарища пробит у Тибо Бриньоль пробит череп. Да, а это по дороге. Подскользнулись, там? упали об камень. Там же камни Камень. выступают, да. Курумники, Да, курумники эти. Там летом-то по ним практически невозможно ходить, там адище, а зимой они торчат. То есть бежали, подскальзывались, падали, ударялись, получали какие-то травмы. Но тем не менее, ну, сошел этот пласт, вот это единственное, 2 меня вещи настораживают. Сошел пласт. Но они же видят, что это не настоящая лавина. Почему они побежали? Почему они не взяли теплых вещей? Почему они не откопались? Это же не вот эти наши зумерки, которые там, ой, начитались вот в Арсеговой «Комсомольской правды», а пойдем. Ну там черти с ними. Конечно, они должны были погибнуть, зумера. Это были, хоть и молодые, невероятно опытные туристы. У них за плечами у каждого 2-3 зимних похода. Да. Который войну прошел. Да. Стрессовые ситуации который для него. 4 года в окопах спал. Который водил школьников и сам ходил на Донбай и на Кавказ в походы. Он прекрасно знал звук, с которым может сходить лавина. Они выбрались, звуков нет, что можно достать одежду, спуститься. Вы правильно говорите. Почему они этого не сделали-то? Вот Евгений Вадимович отвечает вам на этот вопрос. И побежали вниз.
Побежали бы в другую сторону, ну, там лабаз был, там хотя бы еда, может, там еще какие-то дополнительные вещи. А они побежали в противоположную сторону и бежали 1,5 километра. И плюс меня, конечно, настораживает по мере того, как дятловцы умирали, вот те, которые убежали вниз и разожгли там огонь, почему их оттаскивали за 50 метров в сторону и клали на дно, ну, не на дно, там, ну, в пойму ручья. Вот почему вот их надо было относить туда и тратить огромное количество времени, чтобы выстилать елками, их туда то вообще. есть голыми руками. У них ни топоров, ни ножей не было, они обрывали вот обмороженными руками. Когда они спать-то ложились, там -1, -2 было. Нет, было холоднее, но температура -10. начала падать. А с утра-то да. проснулись -30 и с ветром, а с ветром там -50 или -60 на вот этой абсолютно голом хребте было. Вот зачем они тратили последние силы, обдирая руки, залезая на деревья, вместо того, чтобы кидать эти ветви в костер, чтобы поддержать огонь. Они шли за 50 метров в глубоченном снегу, вытаптывали площадку, укладывали туда еловые ветви и мертвых своих товарищей туда складывали. А потом они пропали, их вообще несколько Вы месяцев поймите, даже дело в найти не том, могли. что туда пройти было, туда сейчас-то пройти невозможно. Тогда, я думаю, тоже пройти это нереально было. Вот у меня какие-то большие сомнения к тому, что они прям вот ходили к этой пойме ручья и так далее. Ну, то есть вы как бы плавно подводите, кто-то другой там порядок Я не наводил. знаю, нет, я не подвожу плавно. Дело в том, что я пыталась через... Это же овраг, по дну которого Да. течет этот 4-й приток Лозьвы. И не пройдешь. Я на снегоступах не прошла там. Просто снегоступ слетела, я улетела по грудь просто в этот сугроб, я еле выбралась оттуда. Вот. И кое-как я перебралась к этому кедру. Поэтому для меня загадка, как они вообще к этому кедру тогда в темноте прошли. При полной... Там видимости уже не было. темнота же еще абсолютно Да, не было. видимости-то не было. Как они туда вообще, как они прошли? А этот настил нашли каким образом? По срубленным, по пихтовым вот этим вот иголочкам, еловым. Просто иголочки мансии в начале мая заметили, что какой-то дорожка из иголочек, снег-то вытаял. Да, и они Ветки стали... ломали, тащили что-то, Да, иголки они стали падали. копать, и в итоге нашли Ну, этот там на настил, а глубине потом... 4-5 метров, даже в мае. Ну, там Северный Урал, снег сходит. Я хочу поздно. вернуться вновь вот к нашим московским альпинистам, про которые мы говорили в прошлой части программы. Смотрите, когда дело было уже прекращено 28 мая, в июне или в июле Бардин пишет письмо своему другу, лучшему, Евгению Поликарповичу Масленникову сюда, в Екатеринбург. Я напомню, что Масленников возглавлял поиски туристов. И он ему пишет такое письмо. «Женя, привет. Я много думал над нашей зимней эпопеей. И ты знаешь, нам надо что-то делать. Я вот разговаривал, дальше он перечисляет фамилии, с кем он, двух людей, высокопоставленных чиновников, с которыми он разговаривал. А я с ними разговаривал, и они полностью согласны с тем, что нам с тобой лично нужно написать письмо Арестову или Хрущеву о том, что о том, чтобы такое больше не повторялось. Пишет, значит, Бардин. Я думаю, я уверен, что личное письмо от двух мастеров спорта возымеет какой-то эффект. Ведь надо же, Женя, что-то делать. Я не знаю ответа Масленникова на это письмо. Потом еще одно письмо Бардин пишет Масленникову, тоже касаемо этой трагедии, но там уже нет таких категоричных вещей. Я встретилась, вот Бардин пишет, что он посоветовался с 2 из этих высокопоставленных чиновников. Я встретилась с сыном одного из этих чиновников. Это тоже была кулуарная беседа. И он просто сейчас высокий пост занимает и как бы не хочет, ему не нужна вот такая вот публичность в свете этой истории. И он мне сказал следующее. Когда в 90-х началась шумиха со всей этой историей, когда начали об этом говорить в СМИ и так далее, и писать про это, папа уже был, в общем, не очень здоров, но, тем не менее, он обратил внимание на какие-то кадры по телевизору, и говорит, я знаю, что там случилось, в том плане, что я знаю, как они умерли. Вот это не то, что случилось, я знаю, как они умерли. Они закрывались. Они закрывались от чего-то. Вот он даже, говорит, показал вот такой жест. То есть, подняв руки, мы на радио, да, находимся, подняв руки над собой и сложив их крест-накрест. То есть вот это что такое было? И говорю, ну а что вот... Я его спрашиваю, а вот вы какой здесь вывод сделали? Как вам кажется? Что он говорит, я тут никаких выводов делать не могу, я не знаю, но я вот вам передаю то, что сказал мне отец. И вот если начинаешь вот эти все пазлы в один складывать,
И ты понимаешь, что что-то как-то лавина здесь немножко не вписывается во всю эту историю. Потому что, ну как можно что-то предотвратить на уровне Хрущева и Арестова, если это была природная какая-то история? Ну, тут такой момент, вот если углубляться в детали, а какая степень вероятности, что вот этот дедушка вот именно так говорит? Да мы можем сейчас воспоминания это не фантазии всех вас- этих сыновей, которые никакого отношения к этому не имели, но общались с теми людьми, которые имели. Тут большое очень допущение, понятно, да. Нашли объяснение, почему нет языков, почему цвет у них тел был ярко-оранжевый у многих. Очень много объяснений логичных нашли, которые мы вот не находили в 97 году, не понимали. Подключилось огромное количество людей, знатоков, выживальщиков, которые говорят, так это элементарно. Языков нет. Почему вы считаете, что это НКВДшники их пытали и вырывали им языки, чтобы они потом правду не рассказали всему миру? Мелкие звери, ласка там, они, да, вот так выедают и упавших животных, с этим я упавших согласна, людей. да. Оранжевый цвет, это вот от отморожения. Да, Радиоактивность. Какая радиоактивность? Помилуйте, там это не в реакторе они все-таки лежали. Но, тем не менее, главный радиолог города Левашов говорит, проведя экспертизу, отвечает на вопросы следователя Иванова, в уголовном деле этот документ есть, говорит, что это очень высокий уровень радиации. Да? Очень. Потому что это говорит даже не просто высокий уровень радиации. Дело в том, что они были найдены в ручье. Это значит, что часть этой радиации уже была вымыта водой. Конечно. А мы нашли то, что осталось. Они находились в ручье. Как они в ручье находились? Зимой же он все равно этот ручей тек, так или иначе. Снег еще плюс, это тоже Я вода. Я понимаю. Нет, все равно там же что-то под этим снегом протекало, и плюс они там месяц находились, когда уже началось более-менее активное таяние снега, и их обмывало там несчетное количество проточной воды. Все-таки уровень радиации, он был большой, от него никуда не денешься. Наталья, он есть как факт в уголовном деле. Что-то мы говорим, а вы уходите от ответа. Вы один из крупнейших знатоков и исследователей дятловской темы. Вы-то что считаете, что произошло с ними? Да, мы наконец-то подошли к самому главному. Дело в том, что я вообще не знаю, что с ними произошло. У меня нет ни одной версии. Вот у меня версия была, когда мы это создавали, это середина 90-х годов, мы в таком до сих пор еще тогда находились в антисоветском рожу, что вот кровавая гибня, что испытывали, а действительно через перевал Дятлова, через Урал куча ракет летала. Куча, да. Они часть летели на Камчатку, этот полигон, до сих пор туда летают ракеты, да. И там уже 1000 ракет приземлилось. А первые или там какие-то вторые ступени отстреливались вот как раз над Урале, и где-то вот за Уралом, неподалеку от перевала Дятлова, находится великое кладбище вот этих первых, вторых ступеней, которые там отстреливались. Первая, она отлетает практически сразу, когда ракета поднимается, вторые ступени, да. Испытания, происходили не в эти дни, мы активно этой темой занимались, всякие источники, в том числе и такие тайные, не было в эти дни никаких полетов. С Байконура были, с Байконура они тоже на восток летят через Алтай, а не через Урал. Через Урал тоже с Байконура кое-что летает в последнее время, но это очень редко. Последнее время. То есть в моем представлении совершенно четко. Испытывали ракету, что-то с ней нештатная ситуация. 59-й год. С подавляющим большинством ракет было что-то нештатное. Они взрывались, там где-то гибли. И, как всегда, чтобы понять, что произошло, туда прилетает на вертолете группа. Группа зачистки. Да, карателей. Да. Не ученых, которые пытаются конструкторов, инженеров понять. Они туда прилетают, нифига себе. И тут ползают искалеченные 9 туристов. Мама дорогая, что делать? Москву, Хрущеву, Ленину, Троцкому. Они говорят, все, мочить. И они начинают их изуверски ломать, убивать, пытать, вырывать языки, выкалывать глаза, пытать, но в конце концов они все умерли от холода. Такая версия, извиняюсь, у меня в голове была. Это что-то было из фильма ужасов, обязательно вот это сейчас прописываем. Да. Черти что, понимаете, мерещилось. Это же еще подкреплялось кучей книжек фантазийных про Сталина, пытателя, и всяких сериалов и фильмов. У меня такая версия, понимаете. У меня, естественно, были свои версии. А вы говорите, а у меня нет версий.
Вот. Ну вот как? Потому что Вы занимаетесь изначально, этим. Вот сейчас, на данный момент, нет никакой версии, я не склоняюсь, потому что все нюансы в одну версию, все обстоятельства уложить невозможно. Но изначально вот точно так же нам с мужем казалось, что вот как некое какое-то испытание ракеты. И у нас для этого был конкретный факт. К нам в руки попала книжка, называется «Задача особой государственной важности», в которой там два автора собрали все приказы тех времен, что касается ракетной деятельности. Ну, не все, а те, что в открытом доступе смогли они взять, рассекреченные, и таблицы пусков. И в одной из таблиц пусков есть запуск ракеты 2 февраля 1959 года с полигона Капустин-Яр, как ГПЦ-4, по-моему, он там отмечен, с полигона Капустин-Яр в сторону Куры, но, ну, то есть у нее конечная точка Через была Урал, понятна. через Урал пролет. Траектория. Мы узнавали у ракетчиков, если вот таким образом запускают, то через Скопьяра на Куру, то это через как раз вот перевал Дятлова, он прям аккурат по траектории лежит. 2 февраля 1959 года? Я продолжаю. Дальше стоит пометка, что это был аварийный пуск, и она пролетела всего 2000 километров. Мы замерили, и получилось от Копьяра до Перева 2000 километров. Ну все. Да. Куда? Все понятно. Все понятно, да. Класс вообще просто. Очень много времени нам пришлось... Ну, нам нужны же какие-то документы, мы же не можем вот так голословно в «Комсомольской правде» на всю страну это писать. Одно дело, это у нас есть, мы знаем, а вот широкой публике. В общем, удалось в итоге договориться с одним из авторов этого издания, это уже года 3, наверное, прошло, и он специально для нас негласно просто посмотрел документы, и он сказал, вы знаете, она улетела в Аральскую степь, эта ракета. То есть у нее авария случилась сразу при пуске, и она просто вот она улетела. В другую сторону она полетела строго она полетела не на восток, а на юго-восток. На юго-восток, да, не на северо-восток. И упала в районе Байконура, условно говоря. Ну, там за Байконуром. Недалеко. Короче, Аральские степи. В общем, ну и все. После этого мы, конечно, уже с этой версией, ну, она не подтвердилась, что-то теперь уже все, какая тут уже... А мы проверяли, не было пуска 2 февраля, в марте были, в январе были. В свое время Юрий Константинович Кунцевич, который возглавлял раньше фонд, сейчас ныне покойный, к сожалению, фонд памяти группы Дятлова возглавлял здесь, в Свердловской области, он тоже очень много же обшивок в тех местах находил, вот именно частей от обшивок ракеты и так далее. Один раз он припер оттуда такой, знаете, самовар, это часть сопла ракеты, прям такой большой самовар, и мы этот самовар отправили на экспертизу на завод-изготовитель. Выяснилось, что это самовар от ракеты типа Ур-100, на выпуск которой, испытания которые начались в 1975 году. Обшивки примерно тоже к этим же годам относятся. То есть вот то, что вот раньше там могло летать, вот более ранних каких-то фрагментов, ну, по крайней мере, мы там не обнаруживали. Хотя там что-то летает, конечно, до сих пор говорят. Хорошо, времени очень мало осталось, все-таки я вас немножко попытаю. Ну вот вы только что на конференции были, там куча и молодых исследователей, и среднего возраста, и стариков. Вот и вы регулярно на этих конференциях бываете, вас зовут. Ну вот сейчас у детловедов и детломанов вот какая основная версия? Я понимаю, версий 100 штук, начиная с зэков и медведей, и с бухих туристов, которые сами себя из-за девок поубивали. Все эти версии живы, ну вот основные какие? Версии тут на двух чашах весов. С одной стороны, это природа и лавина, с другой стороны, это чем больше конспирологии, тем лучше. Ну, плюс еще искусственный интеллект подкидывает загадки. Я думаю, скоро мы даже не отличим, где человеческая выдумка, а где искусственного интеллекта. Там тоже уже очень много различных версий, которые вот выдают именно искусственный разум. Как бы много спекулянтов собирается на эти вещи. Спекулянтами, знаете, больше Таких информационных. Есть просто немало блогеров, которые начинают на этой теме спекулировать. И вот это уже, на самом деле, печальная ситуация. А вы сколько раз на перевале были? 3 раза летом, 2 раза зимой. 3 раза летом, 2 раза зимой? Ну, не так много, есть люди, которые каждый год Не, ходят. я понимаю, но тем не менее, 5 раз это, да. А как вы туда попадали? Последний раз вертолетом.
И что, прямо мы пытались посадить в 97 году вертолет там, нет, сказали, мы летели на Мань-Пупыгнер, ну, вот на столбы выветривания, мы везли туда суперальпинистов и скалазов, чтобы впервые в истории человечества они покорили все эти столбы. И они их покорили, но по дороге как бы я договаривался, нанимал вертолет, чтобы они сели. Но они что-то подлетели, сказали, нет, сесть невозможно. Где-то в 20-30 километрах мы можем сесть, но мы сказали, нет, мы не пойдем. Нет, там у нас же прямо Мань-Пупыгнер. останется. Рядом со станцией прекрасная площадка, Да. куда даже и поисковые вся эта авиация садилась. Ну, на лыжах вы вертолеты. туда не залезали? На лыжах нет. У нас была в 2013 году у нас была там реконструкция. Я там тоже в носках по склону бегала. Вот там мы на лыжах, мы там только по Да, перевалу вот на это и не лыжах обсудили. ходили. Вы в носках, не босиком все-таки пробежались. Нет, 2 пары шерстяных носков, плюс простые. Для чего? Да. Для чего? Вот что вы хотели мне понять? хотелось понять, вот как долго я смогу пробежать, вот насколько это все-таки ситуация действительно Ну, реальна. там 1,5 для меня. километра надо было У меня бежать. И 50 потом еще метров вниз и 50 обратно. Мне вот хватило выше крыши. Там какая температура была? Была на тот момент минус 25. Это был конец марта. было Ну, минус да, 25. такая хорошая температура. Ветер. Ну, там все усугубляет ветер, плюс к еще сожалению. ветер? То есть Да. там в реальности минус 50, скорее всего, было? Нет, минус 50. Все-таки это март, там уже солнце начинает понял. пригревать все. Но там все портит ветер. Если бы не ветер, Нет. там было бы более-менее Так нормально. всю уральскую зиму всегда портит ветер. Вот у нас тут минус 10, а на градуснике минус 30. Наталья Варсегова была в эфире радио «Комсомольская правда» «Урал». Обсуждали дятловскую тему. Ну, не сумели и в этот раз разгадать, что там произошло. Но я уверен, что это все-таки так или иначе сошла лавина. Почему-то они побежали. А я не Почему я не уверена. уверен. И погибли они